Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Сварог, и сегодня мы с вами поговорим о Кинезе. Это новый перс из Совета Кошмаров. Она же подруга Салазара и входит с ним в синергию. Ну и давайте посмотрим, что подруга дает Салазару. Если она у нас есть, то при срабатывании благословения крови дракона временно повышает максимальное хп героя на 20%. Смотрим на навык благословления крови дракона. Восстанавливает 8% макс хп после каждого там какого-то пятого крит удара, да? То есть, если мы возьмем моего Салазара, то у него хпшек, 38 даже округлим, плюс 20%, когда у него срабатывает подхил, мы получаем там 45,5-46. Подхил 8% от макс хп. То есть, если без кинеза он хилится у меня на 3000 здоровья, то с наличием кинеза он у меня будет хилиться на 3500 здоровья. Серьезно. Ну вот, блин, ребят, на самом деле, вот у меня такой тупой вопрос. Нафига ДД подхил то, что он вообще хилится чем-то? Это, ну, очень даже неплохо, согласен. Но эти 500 хпшек не спасут его нигде, которые он получит от подхила. Ну, серьезно. То есть перс, который должен наносить очень много дэмэджа, у него взрывной урон, у него плюс еще и дебаф на кровоток, который увеличивает еще наносимый урон, он чуть-чуть лучше хилится. Чуть-чуть причем. Ну, при текущих статах моего перса это будет 500 хп. На самом деле, мое почтение, это не уперлось. Лучше бы у меня на 500 единичек урон вынес наносимый, это было бы еще лучше, чем вот это вот. Все было бы лучше, чем вот это вот. Поэтому, как таковой, буст Салазар вообще не получает. Мне тут недавно один наш подписчик, товарищ, друг, знакомый говорил, что это поможет ему лучше стоять на арене. Есть тактики, когда Салазаром пропускают первого крипа, чтобы он нормально его второго разносил. На самом деле я не сталкивался с тем, чтобы мой Салазар как-то там страдал от этих крипов. Да, бесспорно, там пачкой там 450 КБС, и там как бы уже не помогут эти 500 хп, которые ты смог отрегенить. Ну серьезно. Там надо как бы жир ему делать, чтобы у него хпшек было 50, там, не знаю, тысяч уже изначально. Ну, вот честно, вот, ну, очень сильно такое себе. Плюс это не зависит, даже если вдруг какой-нибудь экспериментатор решит одеть на него ледник, ледник тоже в этом плане не сработает, потому что ледник срабатывает при первом выставлении, а не когда что-то где-то срабатывает у кого-то. Поэтому, на самом деле, такой буст, в моем понимании, ну, это ничто. Я не знаю, что было употреблено в момент создания этой синергии, но явно что-то из запрещенных препаратов. Потому что в пьяном угаре такого не выдумать. Ну а теперь, собственно, непосредственно к кинезе. А вот у нее пассивка от синергии прям, ну, хороша. Получите Салазара, чтобы разблокировать эффект. Урон, который наносит разрушительный рык после поглощения заряда ЦИ, повышается на 120%. Смотрим на разрушительный рык. Это ульта. И тогда эта подруга последним ударом будет наносить не 500% урония, а 620 внезапно. Это уже симпатично. Почему бы такой какой-нибудь навык подобный не дать и Салазару, там, например, повесил он там кровоток на 15 секунд подряд, хлоп, у него там урон еще подрос. Ну, это было бы на самом деле очень даже полезнее, интереснее. А здесь, ну, как бы перс интересный. Базовая атака у нее имеет шанс с 25% проком призвать одну эту вот крутящуюся фигню в виде заряда ЦИ. Заряд ЦИ, в свою очередь, это сила жизни, которая усиливает эффекты некоторых навыков и складывается до 3 раз. После достижения максимальных 3 раз складывания восстанавливает 50 единиц ярости. Ну, это ближе, наверное, даже чем-то к комода, потому что он там тоже может при крите на крите, при кровотоке с кровотоком, ульте не ульте, там что-то тоже потихонечку регенить свою ярку. И это вот как бы, ну, может, комода подруга, только почему она живая, а он мертв. Но не суть. На самом деле, ну пофиг. Я потому что тоже не думаю, что... Ну, я просто не могу представить, куда этого перса можно будет поюзать. Изначально имеет 10% шанс на уворот, то есть невосприимчивость к какому-то либо урону. За каждые 100 скорости вероятность уворота повышается еще на 5%, и при фулл прокачке там уже не 10% будут шансы на уворот, а 15%. То есть, ну, предположим, у нее там даже 400 скорости. Это плюс 20 к увороту, и 20 плюс 15 изначальных, 35%, что она проигнорит урон, потому что увернется от него. Но может и не проигнорить. Хорошо. То есть, возможно, она сможет быть каким-то полутанкующим, хотя, скорее всего, она будет просто картонной. То есть, по идее, мы можем ее поставить куда-то, где-то танковать крипов. Но, блин, у нас есть для этого танки, на самом деле. Ну, это вот такое мое мнение. Плюс дальше давайте посмотрим пассивочки. При срабатывании эффекта уворот усиливает следующую базовую атаку, и та наносит 240% урона. Каждая
ЦИ, которая вокруг нее летает, позволяет игнорить 15% защиты. Ну, в принципе, это неплохо. Но опять-таки, для того, чтобы у нее сработал уворот, ее должны бить. У нас клан-босс делает 12 ударов за весь бой, за все 5 минут. Даже если мы возьмем стаки поджога, и там она еще 3 секунды будет гореть, ну, 2 возможных доп. Удара, ну, такое. Ну, вот, честно, вот, серьезно. Я не думаю, что она прям вот должна показать себя лучше, чем то-либо другой, потому что тут должно совпасть и так, чтобы у нее ЦИ висели, а не пропали, потому что при пропаже они дают ярость, то есть, ну, она будет чуть-чуть чаще ультить, и плюс ей, как бы, ну, 500 ярости на ульту, из минусов ульта авто, то есть она бьет, когда хочет, сама хочет. Так вот, мало того, что нам нужно будет надеяться на то, чтобы ЦИ висела и не пропадала, потому что она получает ярость, но сразу у нее минус игнор защиты идет. То есть без ЦИ она не будет игнорировать проценты защиты. Ну, прискорбно. По урону, да, по урону, по ее статам она очень даже неплохая. То есть у нее почти 6к атаки, у нее хпшек там почти 20-ка. То есть интервал там 2-3. То есть ее можно разогнать, как-то одеть, что-то с ней придумать. Но опять-таки вот приходим к выводу, что на клан-боссе она в принципе может что-то дать, потому что у нее все-таки и уроны есть, и какие-то моменты на нанесение большого урона. Но что-то я сомневаюсь, что там этого будет прям урона много. Дальше. В компании, ну, как милишника, конечно, там можно любого милишника использовать в компании. Там, где нам нужно часто ультовать, ну, я прям не знаю. На арене я тоже как-то сомневаюсь, что она со своей автоультой будет прям очень сильно рентабельна, потому что в любом случае автоульта это всегда большой минус, потому что перс обычно ультит куда-нибудь, куда не надо. Поэтому... ну, сомневаюсь. А теперь давайте еще посмотрим на ее пробуды. На первой пробуде она еще регенит себе 3% ОЗ в секунду за каждую ЦИ. Вот теперь она уже может стоять и танчить. Ну и пятая пробуда, конечно, у нее тоже интересная, потому что она за каждый поглощенный заряд ЦИ будет увеличивать скорость атаки после ульты на 10 секунд на 100 единиц. То есть, ну, в принципе, очень даже неплохо. Но и делаем вывод, если Сайлос у нас получает такой плюс-минус более-менее хрустальной пушкой, то есть взрывной урон, много всякого, то она может еще и постоять где-то, потанчить, особенно на пробуде своей, плюс наносить много урона, если у нас есть какой-то Салазар, точнее еще больше. Ну, по бумаге она получается персом интересным. Но я все равно бы не стал ради нее упарываться в x10, а подождал бы 1+1. Ну, либо слил бы все на x2, потому что тот же выс, мне кажется, интереснее, чем Кинеза. Плюс очень рандомный шанс на игнор брони, если тот же Сайлос игнорит ее ультой, и там сразу написано, насколько он игнорит, то здесь все упирается в количество зарядов ЦИ, и если вдруг они пропадают, то она уже ничего не игнорит и как бы просто бьет. Ну и как ее одевать? Я примерно представляю себе, что ей нужно иметь где-то около там 300 скорости атаки, то есть эта скорость должна добираться допами. Конечно же, на цацках атака, мейн стат в процентах и одну цацку на крит урон. Поэтому не очень однозначный перс, как минимум я не буду себе его искать специально на x10, ну потому что не надо мне ни буст такой Салазару, ни взрывной урон от этой подруги. То есть, конечно, кто-то ее может и раскроет. На пятой пробуде, возможно, она там вполне себе будет люто делать какую-то грязь, но чё-то я сомневаюсь, потому что в видосе, где показан у нас разрушительный рык, она даже не смогла крипа убить. Но, опять-таки, на бумаге перс интересно. Но, опять-таки, лучше слить, наверное, все на 1+1, нежели на x10, где не все имбовые персы у нас представлены в x10. Ну и если разработчики это смотрят, то, дорогие друзья, если вы просите сделать обзор на какого-то перса, то, блин, дайте возможность этим персом попользоваться, а не бегать по знакомым, спрашивать, у кого он есть, покажите, что он может, и вот это вот все. Потому что, ну, как мы знаем, на бумаге все интересное, а по факту у нас утроба говнит больше команде, чем себе, например, то же самое. Поэтому на этом все. С вами был Сварог. Всем лаксконного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи. Ну и кто досмотрел, собственно, до конца, потом похвастайтесь, кто ее ловил, кто ее одел, кто с ней что-то сделал, потому что все-таки интересненько. Вдруг вы смогли ее как-то раскрыть.